Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на вашего мужчину. Давайте посмотрим на ваши отношения, узнаем чувства, намерения в этих отношениях мужчины. Посмотрим на вашу ситуацию. Так, сделаем на две позиции. Пока выбирайте. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, а мы давайте начнем с единичек. Так, посмотрим сигнификацию мужчины. Так, ну, знаете, по сигнификации умеет общаться с людьми. Прямо ему это нравится, довольно чувственная натура. При этом страстный, бывает вспыльчивый даже, но есть одно но, да, он не особо любит работать, да, не особо любит, скажем так, зарабатывать, опять же, своим трудом, данный мужчина. И здесь в основном, конечно, он надеется на какую-то удачу вечно, что ему деньги, знаете, просто так сами возьмут, упадут на голову, да, и он особо ничего делать не будет. В остальном же довольно-таки легкий человек, да, с ним легко общаться, легко прийти к какому-то пониманию, да, ну, причем, знаете, к пониманию прийти во всем, кроме, опять же, материальных средств. Так, давайте посмотрим, что же вы чувствуете к данному мужчине. Так. Знаете, интересная ситуация. Появился из ниоткуда, сразу вижу, да. При этом не сказать, чтобы вы ждали каких-то отношений, но вот он появился. Знаете, есть у вас к нему влюбленность, есть страсть, есть, знаете, вот это чувство, что это ваш человек, да, это что касается именно ваших чувств. При этом вы ему, вижу, помогаете денежно, да, как-то то ли он вас просит, то ли вы сами так делаете, да, но здесь вот вы прямо управляете финансами, да, управляете вот этой материальной стороной, и при этом такое ощущение, что действительно что-то делаете за данного мужчину в этом плане, опять же. В остальном же миритесь с его какими-то чертами характера, да, свою силу воли как бы показываете, что-то сдерживаете постоянно. И здесь, знаете, такое ощущение, что данный мужчина даже немножко младше вас, да, могу так сказать, потому что очень со многим вы миритесь именно с точки зрения более такой вот опытной, скажем так, женщины. Так, давайте посмотрим его чувства. Так, что касается его чувств. Слушайте, ну здесь прямо неимоверно много всяких эмоций, да, и страсть, и показывает себя, знаете, с такой стороны, что действительно он без вас совершенно не может, да, постоянно на связи, постоянно хочет быть с вами, да, при этом, посмотрите, здесь сексуальная связь очень сильная, да, у этого мужчины к вам. И на самом деле ему безумно нравится ваше тело, да, вот именно физическая сторона. В остальном же показывает себя очень влюбленным человеком, да, то есть действительно играет в такую игру влюбленного, скажем так. Но пока что плохого я сейчас ничего не вижу. Вижу действительно очень влюбленного человека, который даже и недостатков-то по сути не заметит, честно вам скажу. Причем по всем именно фронтам. Так, давайте теперь тоже интересное. Узнаем его действительные намерения, да, насчет ваших отношений. Так. Ну, видите, к сожалению, здесь правда-то и раскрывается. Есть у него денежные проблемы,
да, хочет решить, сразу скажу, с помощью ваших отношений. То есть эта идея к нему пришла, я бы сказал, не сразу, да, но по мере уже того, как начал с вами все больше и больше знакомиться, скажем так. А дальше, к сожалению, могу сказать следующее, да, мужчина подумает после избавления себя от этого бремя, да, этих проблем, подумает насчет того, чтобы пойти искать кого-то получше. То есть на самом деле здесь в его чувствах очень много фальши. Это, знаете, именно похоже на такую игру, на его маску, да, поскольку все-таки его намерение насчет ваших отношений это решить какие-то свои денежные проблемы, да, потому что, видите, благодаря чувствам, скажем так, вы ему и денежку даете, да, и как-то помогаете, да, именно в материальном плане. Поэтому он делает вид, что действительно отношения развиваются. То есть, ну, на самом деле, это вот одна большая такая ложь, честно вам скажу, потому что в намерениях нет продвижения дальше по отношениям, да, это вот просто чистой воды пользование, да, пользование вашей добротой, пользование вашими денежными средствами, понимаете. Делает вид, что борется за вас, делает вид, что борется за ваши отношения, а на деле вон какой подлец на самом-то деле. Так, давайте посмотрим, что же вам мешает, да, в действительности вашим отношениям, да, помимо его намерений. Ну, видите, здесь на самом деле мешает то, что вы находитесь в розовых очках. Да, на вас они надеты, и вы не замечаете того, что происходит. Вы очень хотите быть любимой, понимаете, и данный мужчина это тоже как бы понял. И здесь он действительно начинает просто пользоваться вами, и, к сожалению, то, что вы не видите всей ситуации, да, находясь в этих чувствах, в этих эмоциях, да, когда мужчина еще все это поддерживает, вы не замечаете краха полнейшего, понимаете, потому что здесь необходимо все-таки немножко смотреть и направо, и налево, да, и смотреть на всю ситуацию целиком. Но, видимо, мужчина действительно профи, я бы так сказал, потому что он, конечно, глаза замылил полностью вам, и своими лестными словами очень тяжело увидеть действительную правду, понимаете. Поэтому здесь на самом деле любви с его стороны никакой нет. Все это фальшь, да, она есть только с вашей стороны, понимаете. И здесь действительно попросту, ну, мешает, если честно, вашей любви, ее отсутствие со стороны мужчины, да, и то, что такое предупреждение, вы находитесь в розовых очках, которые надел на вас данный мужчина. Давайте будущее. По будущему, знаете, не стоит волноваться, потому что Вселенная так просигналила, да, она вам поможет, честно вам говорю, потому что не позволит вас сильно обидеть. Безусловно, вы расстроитесь, когда узнаете всю правду, да, потому что будет разговор уже, кстати, в ближайшем будущем, когда мужчина, данный своими эмоциями, выведет, знаете, себя же, по сути, и скажет то, чего не должен был говорить. И тут вы, конечно, все поймете, розовые очки снимутся. И история как бы будет подходить действительно к концу. Вселенная не даст вас в обиду, она это сразу вот прям говорит, ну, да, что вы явно все это не заслужили. И здесь она данного мужчину попросту раскроет до каких-либо событий плохих. Поэтому здесь, ну, попросту, если сейчас сомневаетесь, да, то просто стоит подождать, да, то есть за вас высшие силы, если честно, большинство все сделают и покажут, поэтому просто подождите. Совет. Так, знаете, по совету не стоит так сильно расстраиваться, честно вам скажу, после данного будущего. Просто примите как опыт,
да, и попросту, да, посчитаете вы, что вам необходимо будет либо куда-то уехать, развеяться, может быть, съездить действительно в отпуск, да, после всего этого приключения, скажем так, с этим мужчиной. Сделайте это пойдет вам на пользу, потому что восстановите свой баланс, гармонию, да, с собой, действительно, да, но не стоит как бы ставить на себе крест, а просто подумайте насчет того, что пережили, да, и что все это можно воспринять действительно как опыт, прежде всего, да, и постараться не повторять такой ошибки. Но съездить, да, стоит, особенно после такого происшествия, скажем так, когда снимется наконец-таки маска лжеца с данного мужчины, да. Так что как-то так. Давайте к двоечкам переходить. Сейчас мы это уберем. Так. Двоечки, смотрим вашу сигнификацию, мужчина. Очень закрытый человек, не особо любит с кем-то разговаривать, не особо любит вообще с кем-то, я бы сказал, контактировать, да, закрывает тут же отношения, о нем тяжело что-либо узнать, очень закрытая личность. При этом очень много его предавало людей, да, собственно, может, поэтому он и закрылся. Верит в какую-то справедливость, которая не существует, да, свою, скажем так, справедливость, по которой он все меряет всю жизнь. На самом деле очень тяжелый человек, тяжело с ним о чем-либо разговаривать, договариваться, да, то есть он старается никого не слушать, кроме самого же себя. Но опять же, это не то чтобы эгоизм, да, это все-таки наученность опытом, можно так сказать, да, что если он кого-то послушает, случится что-то плохое. Поэтому здесь, конечно, очень закрытый, не любит даже никуда, если честно, особо выходить. Да, то есть вот максимум работа, дом, куда-то его затащить довольно тяжело. Что же вы к нему чувствуете? Ревнуете его, надуманные вещи есть довольно много. Нравится вам, что он при деньгах, что он самодостаточен, да, видимо, человек действительно многое заработал, да, и надеетесь, что будет продолжение отношений, потому что вы замечаете эту тяжесть, что у него на душе, что и в принципе вокруг, да, ваших отношений, но тем не менее вы пытаетесь. Есть чувства у вас к нему, да, пока еще вы, конечно, не до конца в них разобрались, да, не могу сказать, что прям любите, но то, что ревнуете, уже определенно, конечно, говорит о многом, да, на самом-то деле. Хотите продолжения довольно сильно, да, нравится мужчина безумно. Так, что же он к вам чувствует? Ну, посмотрите, да, нравится быть героем дня, да, рядом с вами. Данный мужчина прям безумно хочет решить ваши какие-то проблемы, помочь вам, да, ему нравится, что вы это замечаете в нем, что вы его цените, да, не могу сказать про чувства прям конкретное, да, он, честно вам скажу, не привык что-то чувствовать в принципе. Он знает, как должны быть отношения, да, знает, что должно быть, что зачем, да, что там свидания, подарки, прочее, да, и вот он делает как по методике, да, какой-то по методичке определенной, вот. Но что касается чувств, он просто так же, как и вы, не разобрался, да, пока что он чувствует, пока что все идет именно в сторону материальных ухаживаний, да, решения, опять же, ваших конкретно проблем, потому что у данного мужчины, если честно, все так просто, да, и рутинно, что вполне он может решать чужие проблемы, да, потому что своих собственных у него нет попросту. Но что касается чувств, действительно тяжело сказать про любовь, но то, что он вас подпускает, да, это уже действительно говорит о том, что испытывает к вам хорошие чувства, да, и хочет вам помогать прежде всего.
Так, что насчет намерений? Ну, хочет быть, конечно, королем вашим, да, играть главнейшую роль. Контроль, да, естественно, помимо своей жизни еще и за вашей. То есть, ну, здесь на самом деле не могу найти вот почему вы ревнуете, да, видимо, вот просто привыкли, что ли. Потому что данный мужчина, он совершенно не создает впечатления того, кто может пойти куда-то налево, да, и как бы с другой женщиной он наоборот вот в будке своей сидит, по сути, извините, так выражусь, да, и как бы просто живет свою жизнь. Вот так вот тихо, мирно, да, зарабатывая, и вот просто никак не проводя по-другому время. Вот, поэтому здесь, конечно, насчет намерений хочет играть главную роль ваших отношений. Опять же, хочет данные отношения, хочет рискнуть, попробовать, да, хочет, чтобы у вас был тоже вот свой характер, да, чтобы вы играли в тандеме, да, решали вот вопросы, были действительно вдвоем как одно целое. То есть он на это, по крайней мере, надеется. Но, заметьте, плохого нет попросту, пока вот не выходит, да, уже вот по намерениям все как бы хорошо, надеется на развитие и хочет действительно, чтобы вы вдвоем двигались дальше. Так, что же мешает, да, вашей любви? Много выдумок. Мешает то, что вы вдвоем, причем, знаете, вот ночью ложитесь и выдумываете разные ситуации, которых не существует. Выдумываете разные, знаете, ситуации вы про своего мужчину, он про вас, да, которых просто нет и не может быть, понимаете. И это вам мешает двигаться. То есть каждый застрял в своей лжи, понимаете, и эта ложь, она не дает увидеть как бы правду, что все по сути хорошо, но двигайтесь вы дальше вдвоем, да, то есть обсудите что-то, наметьте там планы, расскажите про свои чувства, но нет, вы придумываете какие-то несуществующие ситуации, да, что у вас с ревностью, что мужчина тоже выдумывает, что, может быть, он что-то неправильно делает, что он там недостоин и прочее, прочее, да. То есть и это мешает действительно вам сблизиться еще больше и все-таки идти вдвоем нога в ногу, понимаете. Поэтому здесь, ну, стоит все-таки не размышлять о чем-то несуществующем, а все-таки хотя бы поговорить, да, вместе и действительно признаться друг другу и в чувствах, и в эмоциях, и вообще чего вы хотите. На самом деле это спасло бы ситуацию, да, то есть вы бы начали двигаться быстрее в этих отношениях, но пока что вы оба выдумщики, которые вот смотрят со своей вот перспективы, именно вот все выдумано, понимаете, очень интересная ситуация. Так, будущее. Интересное будущее. Вы позовете его на свидание, да, не он вас, а именно вы. Решите вот как бы, ну, провести с ним время, причем не просто, да, там в ресторан, например, либо это будет поездка какая-то длительная, да, может быть, то есть в какое-то далекое место, да. Мужчина, конечно же, согласится, да, и здесь это укрепит вашу пару, потому что, заметьте, когда вы будете вдвоем, вам, по сути, будет нечего выдумывать, да, и действительно вы будете в реальности, потому что здесь прям идет развитие такое отношение, да, и действительно укрепление связи. Опять же, что немаловажно у мужчины, потому что сейчас-то он сухарь, да, такой холодный, скажем так, не особо понимает, как чувствовать, но данная поездка, да, данное будущее, оно действительно его в другое русло повернет, да, вы это тоже заметите, и ваше состояние укрепит по поводу данных отношений. На самом деле, хорошее будущее, да, и главное, вы не будете думать и выдумывать что-то друг о друге, на самом-то деле. Совет. Ну, по совету, знаете, все идет своим чередом, если честно, вижу такую вот тоже вот помощь, да, такое ощущение, что сама судьба вот как бы помогает, да, развитию.
Плюс ждите, будет вот такой период действительно влюбленности, он еще не начался, сразу говорю. И здесь просто, ну, стоит наслаждаться, да, не особо-то отпускать все это, да, вы сейчас действительно идете к тому моменту с данным мужчиной, когда у вас только начнутся настоящие отношения, да, действительно, любовь такая хорошая, да, влюбленность, вот этот эмоциональный подъем, на самом деле, это очень стоящее, да, по совету, ну, держитесь, да, не стоит ничего такого как бы делать, особенно думать плохо о мужчине и как-то его, ну, обижать, что ли, да, своей ревностью, опять же. Здесь просто идите по течению, да, и правильно делаете, что тоже ему предлагаете. Действительно, как вот в будущем сказано было, куда-то съездить, да, потому что от него тяжело дождаться, да, он человек, который не особо любит вылазить из работы и дома, да, то есть, ну, вы, видимо, такой огонек, которая способна его куда-то вытащить, и тем самым и происходит развитие ваших отношений. Поэтому держитесь, у вас на самом деле замечательные отношения, и сейчас, и назревают еще лучше, да, с этим мужчиной, поэтому, ну, можно только позавидовать на самом-то деле, да. Ну, у меня на этом все. Надеюсь, советы вам обязательно помогут. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Также не забывайте, что я есть в других соцсетях, да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.